Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог, на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, подпишитесь на Александра и в Телеграм, и в Ютуб. Также не забудьте поставить, пожалуйста, лайк этому видео. Сейчас это очень необходимо, ввиду подсанкционности и разного рода инсинуаций, которые вытворяют в медиаполе с блокировками непосредственно YouTube, вокруг YouTube, Телеграм. В общем, подпиской ударим по всем блокам. Друзья, начать наш разговор я хотел бы с Владимира Ясносолнышко Зеленского. Значит, ряд заявлений от него прозвучало совершенно недавно. И принципиально важный момент – это Донбасс. Значит, Зеленский заявляет, что США предложили гарантии безопасности для мирного соглашения по Украине при условии, что Киев уступает Донбасс. Американцы готовы завершить эти гарантии на высоком уровне, значит, как только Украина будет готова уйти из Донбасса, говорит Зеленский. По его словам, Ближний Восток оказывает влияние на президента Трампа. Ну и дальше цитата. Я думаю, что и на его дальнейшие шаги, к сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону. Вроде как секрет Полишинеля. Но зачем это говорит Зеленский? Готовит Али к чему? Нужно отметить, что до этого высказывания заявления Зеленского «Украинская правда», издание украинское, которое принадлежит Томашу Фиале, да, и работает в определенной информационной парадигме, запустила большой материал, в котором ссылается на какого-то таинственного украинского чиновника из высшего эшелона власти, который говорит, что американцы давят на нас, чтобы мы вывели войска из Донбасса и сдали оставшиеся территории Донбасса для Российской Федерации. Иначе американцы не дадут нам оружие и вообще заблокируют любые поставки денег, вооружения и в том числе развединформации. И говорит, и мы тут находимся на вилке, потому что без американской-то помощи нам удерживать территории Донбасса будет крайне сложно. Я от себя добавлю, что невозможно, да, но это ладно. Вот. А с другой стороны, украинский народ, как мы народу объясним, вот как мы объясним народу, что мы вывели войска с Донбасса. И тут Зеленский спустя несколько дней ту же мантру повторяет публично, что вот американцы требуют, чтобы мы вывели войска с Донбасса, но мы этого сделать не можем, и вообще лучше бы американцы давили на русских, требовали от России, а не от нас. Ну и, собственно говоря, дальше то, что вы перечислили. Что это за заявления и зачем они звучат? По сути, Донбасс, вот они сами, да, обнажили эту историю и признались в том, что Донбасс для Зеленского не нужен. Донбасс для Зеленского – это всего лишь предлог для того, чтобы не идти на мирное соглашение и не идти ни на какие уступки и продолжать боевые действия. Я другими словами объясню. Пусть каждый себе задаст вопрос. Если американцы перекроют денежные потоки, если американцы перекроют военную помощь, если американцы перекроют разведданные, сможет ли Украина удерживать Славянск, Константиновку, Краматорск, да, и оставшиеся части Донецкой области без помощи Соединенных Штатов Америки? Я думаю, ответ здесь очевиден, и они сами об этом говорят. В данном случае статья «Украинская правда», на нее ссылаюсь. Так вот, друзья, если вы понимаете, что вы без американской помощи не удержите Донбасс, американцы говорят, что если вы не выведете войска, то помощи не будет. Значит, вы признаетесь в том, что вы так и так потеряете контроль над этими территориями. Только в первом случае, если вы послушаете Дональда Трампа, то вы, например, там потеряете контроль над территориями, но обретете возможность заключения мирной сделки, мира, да, и каких-то гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки, России, Европы, Китая. Ну, в общем, все объемлющие гарантии, которые Зеленский уже несколько лет говорит. В ином случае Украина не выводит войска из Донбасса, начинается наступление российское, оно, в принципе, не начинается, продолжается наступление российское, продолжается серьезная бойня, городские бои, окружение Славянска, Краматорска, Константиновки, да, ну, взятие там в кольца. В общем, эту всю историю видели и вокруг Бахмута, и других городов, что потом с этими городами происходит, когда там затяжные городские бои ведутся. То есть, по сути, они сами признаются, что они готовы угробить еще несколько сот тысяч
жизней украинцев, вооруженных сил Украины, да, в первую очередь, потому что для удержания этого предлога, я по-другому не назову с политической точки зрения, оставшихся территорий Донбасса, они не пожертвуют никаким ресурсом военным. То есть, по сути, публикуется еще интересные данные, что Ми-6, значит, призывает Зеленского и его окружение проводить еще более всеобъемлющую мобилизацию для того, чтобы набрать там где-то 1 миллион человек для обороны Донбасса. То есть они, если это правда, да, они предполагают, что такое количество людей понадобится для того, чтобы сдерживать наступление вооруженных сил Российской Федерации. И в итоге, в принципе, сами же говорят, что исход понятен. Просто необходимо затянуть время. Тогда у меня возникает вопрос. Вы готовы жертвовать сотнями тысяч украинских жителей, жизней, и не только вооруженных сил Украины, но и мирного населения, которое живут в этих городах, чтобы потянуть время? А зачем вам это время? Что вы хотите получить за это время? Озвучьте, пожалуйста, да, вот объясните народу, вот мы потянем время, если мы не отстоим Донбасс, какой результат? Чтобы каждый понимал, за что он жизнь свою будет отдавать, за что он идет, чтобы каждый солдат вооруженных сил Украины знал, для чего Зеленский его обрекает на верную смерть, когда будут отправлять в эти города и на это направление. Вот в чем вопрос. А здесь никто не говорит. Здесь можно сослаться на то, что говорили европейские представители, что надобно, чтобы еще год-два война продлилась, потому что у нас есть планы перевооружения, у нас есть заказы военно-промышленного комплекса, у нас есть расчет, что вот после этого мы сможем там усиливать какие-то поставки, да, Россия втянется, экономическое истощение, Трамп поменяется, да, 3 года, некоторые европейские источники говорят, на 3 года продержаться, и мы сохранимся как геополитический центр влияния. Подождите, вы забыли, Путин умрет. И А, надо ну, же побороться. да. Так у нас только 3-е место по ввозу самых дорогих автомобилей в Украину. Там Бентли, вот эти все лимитированные версии, вот это все. А так надо же хотя бы там, ну, за 2-е побороться. А то эти, простите, там голландцы всякие, там, что они себе думают? У них и войны нет, и такие вещи. Надо как бы поднатужиться в этом отношении. Смотрите, ну тут же интересный момент происходит. С одной стороны, это считывается вами как повод продолжать, но если посмотреть под другим углом, то это повод заканчивать и оправдание для украинского народа, что, мол, смотрите, вот как так, вот что вы выберете, всеобъемлющие американские гарантии или вот это? Ну, скажем так, продолжение войны имеется в виду, такую одвичную борьбу. Тут момент очень важный. А какая цена этим гарантиям? Вот какая цена? Мы поговорим во второй части программы про Ближний Восток. Это все вокруг все равно крутится Ближнего Востока, как ни крути. И ПВОшников сплавил, а они оказались как бы не в зуб ногой, потому что массированный удар там, сейчас, конечно, рисуют, как бы присовокупляют ночной обстрел к утреннему, и вот это все, когда там по Западной Украине летело, когда по всем городам летело, где Садовой выходил, говорил, что ж такое, мы деньги выделяем, а никто ничего не сбивал, а потом с ним поговорили, он говорит, ой, нормально, то есть я был на эмоциях, стоял на фоне горящего дома, не обращайте внимания, в общем, слава ПВО и все остальное. То есть цену гарантиям сейчас демонстрируют богатые, ну, жирные коты Персидского залива. Неразрешаемая ситуация. Вот сейчас там и база на территории их государства, да, где они, собственно, строят, куролесят, жируют, вводят налоговые льготы, собирают весь гешефт по всему миру, рынок недвижимости, все дела. То есть, в общем, это столица Дубай, столица мировых финансов, все уже. Ну, то есть, все понимают, что как бы не получится. И база не защитила. База не смогла защитить. Даже база. О базе США на территории Украины речи не идет. Ну, о гарантиях речь идет. Хорошо, нам постоянно, помните, вдалбливали, как Израиль будем. Ну вот Израиль, союзник. Летит по Израилю, будь здоров.
Да, сбивают. Да, там, чтобы долетело до Израиля, нужно еще несколько государств пересечь, сбивают на подступах и так далее. Но все равно, как бы, если так сравнивать жизни израильтян, да, то как бы многие начинают роптать. То есть цена этих гарантий, и тут можно как бы Зеленского понять, да, ну, ему нужны как бы четкие гарантии, насколько Трамп может их обеспечить. С другой стороны, хоть какие-то гарантии, и, ну, хоть так, если они там недейственные, воевать, так воевать, ну, так лучше ж воевать с гарантиями, чем без гарантий. Даже если у него, как вы говорите, под шкурой, да, под салом у Зеленского планы продолжать войну. Вот тут какая-то непонятная история. Помогите разобраться. Единственная гарантия безопасности, которая действительно будет работать на территории Украины, это геополитический консенсус между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Никто другой эти гарантии дать не может. Только два геополитических игрока. И в данном случае мы видим даже позицию той же Российской Федерации, которая говорит, что ни европейцы, там, ни еще кто-то за стол переговоров по Украине не садится, потому что Россия не воспринимает их как сторону переговорного процесса, с которыми можно о чем-то договариваться и с которыми можно выстраивать какую-то долгосрочную игру. То есть русские публично заявили, что разговаривать они будут исключительно с американцами. И когда европейцы, да, всяческие потуги свои демонстрировали и пытались сесть за стол переговоров, это закончилось известно чем. Да? Кто-то пошел, а кто-то даже не дошел. То есть, по сути, да, мы видели эти публикации, что французы приехали, им сказали, что ничего позитивного Кремль вам сказать не может по этому вопросу. Мерц сокрушается, выступает там перед Бундестагом и говорит, что же такое, почему мы не за столом переговоров, мы ж коалиция желающих, мы должны там сидеть, мы должны переговариваться, а русские и американцы нас за стол не берут, потому что русские и американцы решили, что только они решают между собой этот вопрос безопасности. И с точки зрения геополитического влияния и веса, да, Европейский Союз, как надгосударственное образование, находится сейчас в довольно-таки глубоком кризисе, как политическом, так и экономическом, так и геополитическом. То есть, по сути, в геополитическом смысле Европейский Союз на грани выживания стоит. И война в Украине – это как возможность самосохраниться и с точки зрения геополитического центра принятия решений. Так, смотрите, я хочу, чтобы вы эту мысль распаковали, Александр. Давайте. Давайте тоже будем откровенны. Смотрите, Европа. Надо вот, чтобы сохранить Европу, надо постоянно, вот, чтобы тлел или горел, или поддерживать этот огонь в Украине. Ну, тезис тоже спорный. Ну вот мы же видим, к чему за годы войны в экономическом смысле привели, ну, скажем так, Европу вот эти годы, вот эти 4 плюс лет. Ну, смотрите, энергоносителей нет. Сейчас вот этот кризис, опять все крутится вокруг Ирана, ну, извините. Кризис Ормузского пролива, ну как бы, ну, что это? То есть американский газ и энергоресурсы другие, вот они подсобят? Да нет, не подсобят, логистика, цена. То есть экономически как раз Европа проигрывает. И когда ходят, разводят руками, ой, надо было АЭС не закрывать, так хоть бы электричество было более-менее нормальное. Ну, как бы извините. То есть я подвергаю сомнению ваше утверждение, Давайте что чтобы обсудим. сохраниться Европе, нужно, чтобы война в Украине продолжалась. Давайте, чтобы разобрать этот тезис, о котором я сказал, да, самосохранение Европейского Союза как надгосударственного образования, как геополитического игрока и центра принятия решений. Нам тогда необходимо разделить, ну, то есть, во-первых, дать определение этим категориям, да, и разделить на две части. Что такое Европа с точки зрения надгосударственного образования, да, как Европейский Союз, и что такое Европа с точки зрения национальных государств. Это совсем, это две большие разницы, как в Одессе говорят, совсем разные вещи. В данном случае, когда я говорю о том, чтобы сохраниться Европе, я имею в виду геополитическое образование, да, надгосударственный Европейский Союз, который является инструментом в руках глобалистов, либо там совокупной монархии, либо, упрощая, можно говорить, Ротшильдов, да, и тех компаний и семей, которые владеют бизнесом
в Западной и Центральной Европе, ну, отчасти Восточной тоже, и которые являются конкурентами Трампа и поддерживают демократическую партию внутри США. Они являются самым главным выгодополучателем от Европейского Союза за последние годы и сейчас в том числе. И когда мы говорим о кризисе в Европейском Союзе, здесь тоже необходимо разделять, кто находится в кризисе. Находится ли в кризисе надгосударственное образование в экономическом смысле, которое работает как обслуживающий комитет этого космоэкономического большого капитала, в данном случае тех семей, которые мы перечислили, и тех корпораций. Здесь ответ прост. Дорогие друзья, открываем котировки до роста их компаний на фондовых рынках и смотрим, как военно-промышленный комплекс вырос, в которых доля контрольная, да, того же Ротшильда, да, BlackRock и других организаций, которые являются представителями именно глобалистской повестки. То есть сколько они заработали за время боевых действий. Мы смотрим, там рост просто колоссальнейший. Я еще в 2023 году анализировал, некоторые предприятия военно-промышленного комплекса выросли на 300-400 показателей только за год. А война продолжается, заказы продолжаются, деньги аккумулируются и направляются именно в ВПК под предлогом Украины. И здесь вот, если просто сказать, получается, деньги производят национальные государства. Франция, Германия деньги производит, Бельгия, Италия, Испания, то есть Голландия. Все эти страны производят деньги, то есть продукт, они их зарабатывают на национальном уровне. Европейский Союз на наднациональном уровне, да, надгосударственном, деньги не зарабатывает, он ими распоряжается. То есть глобалистская структура распоряжается деньгами национальных правительств. И в последнее время эта глобалистская структура, используя конфликт в Украине, изымает из национальных правительств огромное количество денег и направляет на нужды обороны всего Союза. И когда мы смотрим с такой точки зрения на эту проблему, то мы видим, что те семьи, те корпорации, которые подвязаны под наднациональные структуры, они получают деньги национальных правительств. И страдает в этом случае обычный немец, обычный француз, там какой-то средний мелкий бизнес, голландец, еще кто-то. А большие игроки, да, глобалисты, они только зарабатывают. И они понимают, что, исходя из того, что Трамп еще пришел, начал им довольно серьезно вставлять палки в колеса, игрой на нефтяном рынке, да, вот этими своими заявлениями, что он пошлины подымет, что давайте-ка там бизнес переводите на нашу территорию, а давайте, Урсула, ты нам заплатишь 650 миллиардов, и еще инвестируй столько же. И они соглашаются, потому что у них есть еще общие проекты, и в данном случае эти деньги они берут из национальных правительств. И тут самое, что интересно, уже работает политический фактор. На национальном уровне растет идеологически правые политические силы, которые относятся к надгосударственному образованию Европейскому Союзу очень критически, и которые перенаправляют вот эти проблемы, да, они персонализируют, когда смотрят на Европейский Союз. И тут мы видим две структуры. Европейскому Союзу, чтобы сохраниться, им необходима эта мантра: война, злые русские сейчас войдут в Европу, захватят там европейские страны, и нам нужно затянуть пояса, то есть нам, не им, не вот этим ребятам, которые контролируют транснациональные компании, а обычным немцам, французам и голландцам затянуть пояса, чтобы мы эти деньги передали как бы Зеленскому, да, на оборону, потому что это останній форпост Європейського Союзу. Так-то не надо забывать, да, Порошенко построил, а Зеленский на этой стене стоит, вот, собственно говоря, и пытается сдерживать навалу. Вот. И под таким предлогом этот конфликт для надгосударственной структуры, он очень выгоден. То есть они сохраняют это влияние геополитического центра, который контролирует все европейские страны и говорит от их лица. Но на национальном уровне это огромнейший кризис, который уничтожает напрочь европейскую экономику и какие-либо перспективы в будущем. Потому что
сюда же еще накладывается аспект шестого технологического уклада, в котором европейцы вообще не участвуют. Робототехника, искусственный интеллект. С учетом кризиса европейцы где-то на задворках остались. А дальше это определяет экономический рост в ближайшие 40-60 лет. И А, здесь они выпали. и смотрите, тут, если уж о деньгах заговорили, то и Зеленским, вот его цитата, значит, Зеленский говорит, нужно бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно, технологии есть. При условии присутствия или наличия бюджета Украина имеет возможность изготовлять 2000 дронов, перехватчиков в сутки. Ну, то есть маханул так лихо. Это ложится, конечно, в то, что вы описали выше. Мы после миллиарда деревьев к цифрам относимся очень так, скажем так, философски, но тем не менее. Заявили, что, кстати, высадили вроде. Заявили, что высадили? Где-то месяц назад я такое читал. Я не видел, слушайте, раз высадили, видите, как хорошо, слушайте, миллиард деревьев, ничего себе. А у пенсионера у каждого есть смартфон, интересно? Я думаю, да. Потому что, как показала там вот эта идентификация, которую там провели с наскока, лишили там на месяц пенсий пенсионеров-переселенцев, да, а они в шоке, в общем, как бы бунт, гвалт, что делать? А оказывается, смартфонов нет у них. У некоторых вообще телефонов нет, а у многих просто обычный кнопочный телефон для того, чтобы созвониться. Но не суть. По поводу денег. Важный аспект. Смотрите, ситуация в Иране бьет по этим глобалистам. Выходит Финк, говорит, рецессия мировая наступит, если нефть поднимется на 150. Параллельно с этим западная пресса сегодня пишет, что у Трампа, опять-таки, они, возможно, могут, конечно, их, давайте так, могут их, конечно, оправдывать, но у Трампа есть план, если нефть будет по 200. Ничего страшного, побудет какое-то время, у нас все нормально. Главное, чтобы не по 300, да. Главное, чтобы не по 300, а по 200 нормально, то есть все хорошо. Но параллельно с этим я по поводу Донбасса. Смотрите, помните заявление Виткофа, который там после очередных переговоров вышел и сказал, BlackRock займется Украиной после войны. У меня такой мировоззренческий вопрос. Так, а не выгоднее ли получить вот этот кусок Украины, откушенной, да, но с каким еще никаким населением, территориями, пахотой, какими-то металлоломом в заводах, какими-то, не знаю, там, ноу-хау, для того, чтобы заработать на ней в мирное время, а не в военное? Не, может быть, BlackRock это было бы выгодно, но кто же ему позволит это делать? То есть, на самом деле, здесь же интереса очень много, да, и если бы решала одна или две корпорации исключительно, да, то тогда бы уже давно все договорились между собой, добывали бы полезные ископаемые, вывозили бы чернозем, гнали бы людей на тяжкие работы, да, как это когда-то было, и вообще никто бы не парился. Но таких договоренностей быть не может, тем более с BlackRock, да, который, во-первых, является четким конкурентом того же Дональда Трампа, республиканцев и представителей того бизнеса, который привел Трампа к власти, который стоит именно за Трампом. То есть здесь конфликт. На стороне BlackRock именно те глобалисты выступают. Русские же, да, которые являются прямыми участниками этой войны, они говорят, что ни с какими европейцами, да, глобалистами разговаривать не будут. То есть, по сути, мы понимаем, что BlackRock с Россией договориться не может. Ладно, с Трампом, да, но попытки были. Я хочу всем напомнить, например, взять того же Макрона. Да? Я думаю, тему уже все слышали, кем он работал и где до того, как стал президентом Франции. Да? Работал в Ротшильд & Ко банке. Мерц работал, кстати, в этом BlackRock. Мерц работал. Кто, может быть, не слышал, такая интересная информация. И Макрон пытался эту инициативу перехватить. Он даже говорил о том, что мы сейчас напрямую будем выстраивать с русскими коммуникациями и попытки договориться по украинскому вопросу и вообще
стабилизировать отношения. Такие разговоры были. Но они не увенчались никаким успехом. То есть Россия отказалась, потому что там дух Анкориджа сладок и приятен. То есть есть определенные договоренности, которые работают на этом уровне, и от них никто не отказывается. Все идет именно в этом направлении. Поэтому желание BlackRock, я думаю, конечно, они бы хотели. Они бы с удовольствием отдали оставшиеся территории Донбасса. Они прекрасно понимают, что это не надо. И, наверное, бы взялись там за оборону и за оборону, простите, за добычу полезных ископаемых и истощение ресурсного потенциала Украины. Но есть же не только сиюминутная прибыль из Украины, да, есть еще геополитический аспект и прибыль, которую мы только что с вами описали в этих национальных государствах европейских. И если взять прекратить, то я не знаю, перекроют ли добыча полезных ископаемых и владение Украиной ту просчитанную прибыль, которую они могут изымать из национальных государств Европейского Союза. Не факт. То есть там куда больше потенциала для заработка. А оно все идет параллельно. Но все равно, Александр, получается какая-то дикая ситуация. Денег нет. На трибуне парламента выходит Гетманцев и говорит: катастрофа. Давайте послушаем. Катастрофи. В 2025 році ми не виконали 14 індикаторів Ukraine Facility. І у зв'язку з цим ми не отримали 3,9 мільярдів євро. Причому 300 мільйонів з них згорають повністю в першому кварталі через декілька днів цього року. В цьому першому кварталі ми не виконали вже 5 індикаторів із 5. І відповідно до наших взаємовідносин зі Світовим банком, якщо ми не приймемо 4 дуже важливі закони від СЕПи до залізничного транспорту, ми не отримуємо 3,3 мільярди доларів від Світового банку. У нас на межі зриву великий кредит, репараційний кредит 90 миллиардов від... Ну, в общем, да, по поводу Венгрии 90 миллиардов. Это он что наваливает? Да, кучу аргументов к тому, что... И выходит вообще к выводу, что УНР, обанкротившаяся, как было там 100 лет назад, понимаете, чуть больше. То есть вообще как бы разошлись его слова. Он пытается достучаться до депутатов, но он каким образом пытается достучаться? Давайте, мол, проголосуйте. А там же как бы вещи, которые, если депутаты проголосуют, они и так ни шатка, ни валка на работу ходят. И то там, знаете, в политических страстях грозятся кого-то побить, вот эти все инсинуации там крутят. Они и так послушные, но их пытаются еще более в стойло загнать, еще и там хорошенько, так сказать, по ушам настучать. А если они это примут, то народ просто не поймет. Ну, смотрите, все там говорят, там будут закрываться ФОПы, будут закрываться предприятия. Да платить этого никто не будет. Ну, не будут люди платить, понимаете? И все, и будут или в черную работать, или каким-то образом. То есть отрывается государство экономически от людей. Но у Гетманцева индикаторы. У Гетманцева сгорает 300 миллионов. У Гетманцева не дадут там 3 миллиарда, если там какие-то вещи не принять и не проголосовать. То есть и Гетманцев, получается, прав. Как это без денег во время войны, когда вопрос 90 миллиардов, скажем так, повис в воздухе? Что думаете по поводу этого выступления на трибуне парламента? Ну, во-первых, вы правильно подметили, бизнес на повышение налоговой ставки всегда отвечает тенизацией. То есть всегда уходит в тень бизнес, когда его пытаются задушить, загасить налогами. Да, когда-то Коломойский говорил, что только лохи налоги платят. Да, было время в Украине, когда реальные пацаны считали, что платить налоги – это лоховское занятие, ну и можно было этого не делать. Они доиграются, что скоро эти времена повторятся, и в Украине обычные люди тоже поймут, а почему-то мы обязаны содержать это государство, которое не выполняет свои функции. Во-первых, налоги – это зарплата государству. Налоги – это зарплата этим депутатишкам, да, которые ходят, не ходят в парламент. Налоги – это зарплата
Зеленскому, это зарплата его окружению, налоги это Миндичи, да, налоги это Цукерманы. Вот что такое налоги Украины. То есть, по сути, когда мы говорим, что какой-то чиновник украл какие-то деньги, то это не какие-то мифические деньги он украл народные деньги, да, за народные налоги. И когда вы там упоминали насчет этих элитных автомобилей, так вот, большинство чиновников, да, военкомов, потому что и Гелендвагены у военкомов есть новые, да, нулячие просто. Откуда? За чьи деньги? За деньги народные, то есть за деньги, которые они изымают у населения Украины. То есть, по сути, помимо того, что все эти налоги разворовываются, и мало этого, они еще воруют американскую помощь. Если даже не помощь, воруют кредиты, потому что есть дотации, есть кредиты. Да? То, что является дотациями, да, это как безвозмездная помощь, это можно называться помощью, да? Но кредиты нельзя называть помощью. Их отдавать придется. Да? Но это уже вторая часть вопроса. То есть, по сути, мы видим историю, при которой Гетманцев говорит, что ну как так, нам необходимо эти все меры принять, которые требует Международный валютный фонд, и у нас заблокированы кредиты, мы без этих денег не можем. А я напомню, что требует Международный валютный фонд. На посылке... Рычать, как лев. Рычать. Нет, так это он рекомендует. Рычать, да. Рычать и мычать, если рычать не можете. Значит, 150 евро, если у тебя посылочка, заплати с нее налог. 150 евро. Если ты на OLX, не знаю, там табуретку продал, которая у тебя дома стояла, последняя, да, как у этого, у Ляпсуса Трубецкого в 12 стульях забирали последнюю табуретку, он ходил и говорил, служил Гаврила бюрократом, Гаврила бюрократом был. Вот в данном случае Данила бюрократом был и служил Данила бюрократом. Так вот, получается история, при которой обложили, причем со всех сторон обложили, да, и чем только можно обкладывают до сих пор. Дальше, ФОПы, то есть это малый бизнес, который так душили еще до войны. Я помню, сколько ко мне обращалось представителей этой организации. Я общался тогда и с главой этой ассоциации. Да там просто, когда кассовые аппараты вводили, там уже людей душить начинали. А сейчас они сказали, что у тебя оборотный капитал, оборотный, это не прибыль, где-то там 80 тысяч долларов в год оборотный капитал, то ты должен НДС заплатить. Я хочу всем напомнить, 80 тысяч долларов это сколько? 6 в месяц оборотного капитала. Так вот, если ты 6 в месяц при нынешних раскладах 1000 долларов заработаешь, а ты подожди, ты их заработал, да? Это 1000 долларов всего лишь. Я бы еще понимал, с них налог платить. Так тебе нужно с оборота платить НДС. Это на голову не лезет. Все просто в тень уйдут, но никто не будет платить. Значит, государство такими мерами, да, оно лишит себя вообще возможности получать доходы с среднего и малого бизнеса. То есть фактически уничтожит. Если средний и малый бизнес вообще останется после этого, потому что они ж могут начать блокировать счета, контролировать переводы. Сейчас не 90-е в этом смысле, да, есть возможности. И Данила Гетманцев, он является одним из проводников тех людей, которые это делают. Второй момент. Международный валютный фонд. То, что он предлагает, и что он предлагает, то, что он требует, и что он за это предлагает. Ну, по сути, это там суммы незначительные. Да, эти суммы Международного валютного фонда – это гарантии для других кредиторов. Окей. Но он говорит 90 миллиардов, которые заблокировал Орбан. Так может быть, для того, чтобы разблокировать эти 90 миллиардов, нужно не налоги повышать в Украине, а Зеленскому себя вести приличней? Ну, в этом смысле. Почему Орбан заблокировал, я хочу всем напомнить, потому что умники перекрили дружбу. Потому що сказали, що ні, ми не будемо через дружбу ту російську нафту поставляти до той Угорщини, бо то дуже шкідливо для нас і для самої Угорщини, і вообще Орбан это плохо. Когда Трамп говорит, что Орбан это хорошо, венгерский народ, что это хорошо, Зеленский решает играть на стороне глобалистов, вот, причем пешкой, вот, и говорит, что это плохо. Ну, конечно, Орбан ответно тебе наносит удар. Так более того, помимо блокировки этого кредита, который нужен, еще раз, он нужен не столь Украине, этот кредит, как и европейскому военному концерну, потому что 60 миллиардов из этого кредита должно пойти на военно-промышленный комплекс Европы, на закупку и производство вооружений, а не для Украины. Остается 30 миллиардов, всего лишь 30 миллиардов, которые разбиваются на 2
2 года. На 2 года это по 15 в год, это по 1,1, сколько там, 1,05, да, в месяц. Что такое 1 миллиард долларов в месяц сейчас при нынешних условиях для Украины, когда Зеленский запрашивал 140 или 120 миллиардов в год для продолжения только боевых действий? Ну, то есть, если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения математики, мы понимаем, что не настолько критична эта история с этим кредитом именно для Украины, потому что для Украины нужно гораздо больше денег, чтобы содержать и военную инфраструктуру, продолжать боевые действия, и еще вспоминать про какую-то социальную инфраструктуру. Да, здесь тоже забыли вообще об этом. В приоритете же совсем другие вещи стоят. Поэтому в данном случае они пытаются подвязать то, что нужно. Вообще красиво получается. Международному валютному фонду нужно, чтобы мы повысили налоги, чтобы дать нам 1,5 миллиарда, и там какой-то кредит где-то разблокировался. Они полностью душат экономику. Они там по приватизации потом будут проходиться. Еще раз это следующее будут усиленные меры и требования сокращения социалки для того, чтобы военно-промышленный комплекс Европы, который, собственно говоря, в очень тесном контакте находится с Международным валютным фондом, получил 60 миллиардов. Ну, браво! А кто в этом случае украинский народ? Ну, у украинского Тот, кто народа... платит тот, кто платит налоги, по мнению Коломойского. У украинского народа есть лидер, незламный и потужный. Причем интересно, если так посмотреть вашими глазами на все происходящее, тогда вспоминается, ну, тоже диссидент, помните, Хмару, который выходил и говорил про команду зеленых ликвидаторов. Тогда получается какая-то вот странная штука. Ну вот, допустим, они сейчас продавят, депутатов там заставят, если что, там из-под палки, на фронт пообещают отправить, если они не сделают. Короче, все это проголосуют, все это будет сделано, но возникает другой момент, важный. Получается, что Зеленский, а он вообще понимает, в какой стране, ну, условно, закончится война. Хорошо, через 2 года или там через 3, пускай, 3 года. Мы уже как бы 4 прошли. Ну, хорошо, 3 года, закончилась война. А он понимает, в какой стране, и пускай там по территориям, по войне, вообще он будет жить. Ну, имеется в виду. Все равно же всю Украину же не будут захватывать. Мы понимаем, да, ну, зачем там Львов, по которому летела, например, Россия. Многие так выступают и говорят, что это елки-палки. Зачем они нужны? То есть порядок, то есть что за страна получается тогда в финансовом, политэкономическом ракурсе? Вы говорили про обкладывать. Ну, есть бывший министр иностранных дел Кулеба. Он очень долго тренировался. Он шел по стопам лучших. Он со своей, ну, она не жена, а гражданская жена, короче, подругой, та, которая призывала всех, когда было холодно, обкладываться мужчина-заменителями. Эти мужчины-заменители там есть теплые, поэтому, ну, в общем, хорошо. Но она как бы пошутила, это все разнеслось, как бы ушло в историю, как мем, но тем не менее. Они же тренируются с Кулебой часто. Садятся в разных комнатах, включают камеры, и все думают, что они вот это, как Гордон и Бацман. Так вот зачем. К Гордону пошел, собственно, Кулеба, потренировавшийся своей Павелецкой, и выдает на гора интереснейшую сентенцию. То есть, если вас послушать, то кажется, что Зеленский просто, ну, ликвидатор на заводе. То есть приезжают на завод, он там какое-то время еще работает, какие-то деньги людям платят, а потом в один прекрасный момент котлы, станки режут на металл, и, в общем, все заканчивается. Да, остается только выжженная земля и территория. Но у Кулебы другое мнение. Зеленский будет следующим президентом, так и говорит. Президентом України. Я думаю, Володимир Зеленський. Отак. Ну, а що? Ну, об'єктивно, дивіться, він лідер воєнного часу. Угу. Він більш успішний президент воєнного часу, ніж мирного часу. Да? Ну, об'єктивно, якби. І він впорається з цією ролью, тому я, чесно кажучи, в мене нема з цим проблем. Але... Ну, в общем, проблем у него там нет. Смотрите, следующий президент Зеленский. Причем, как бы, мне вот
вы сейчас прокомментируете этот момент? То есть он ликвидирует и валит, или он там прям собирается дальше править? Вот сейчас это прям очень интересная история. Но мне больше всего понравился его важный украинский аргумент «ну а шо?». Что скажете, Александр? Ну, судя по всему, перегрелся Кулеба, да, до тех вещей, которыми обкладываются они с, как его говорят, Павелецкая. Кстати, фамилия русская, да, Павелецкая, как, прям вообще не очень так-то для Кулебы. Но я ни в коем случае, я никогда не обсуждаю ничьих жен. Вот, женщин, девушек считаю это низким. Для меня уже показатель, что у него есть девушка, да, а не кто-то другой. Это уже хорошо для Кулебы. Вот, потому что народ ему дает совсем другую характеристику, когда слушает подобные бредни. Что я хочу сказать? Кулебу достали из нафталина опять для того, чтобы он озвучивал нужные тезисы для Зеленского, для офиса президента. Он недавно встречался с Зеленским, очень довольный оттуда вышел. Вот, он просидел там год или полтора, сколько он там в отставке находится, вот, и хочет обратно вернуться на какую-то службу, на какую-то позицию. До этого, говорю, как его, господи, Кулеба выступал и говорил, что в Украине нет никакого другого варианта, кроме как принять требования Международного валютного фонда, потому что иначе мы не вытянем, и иначе нас не примут в Европейский Союз. То есть он, когда об этом говорит, он себе отдает отчет о том, что Европейский Союз Украину никогда не примут. Вот, тем более об этом уже говорят даже прямо европейские чиновники, которые отвечают за евроинтеграцию. Но он дальше считает украинский народ просто за болванов, за идиотов, которым эту морковку можно впаривать. Впаривать ее начал еще Ющенко. И с того времени Украину не приняли в Европейский Союз. А на момент, когда Ющенко эту тему поднимал, да, я хочу напомнить, что такое была Украина. 5-я экономика в Европе. Ющенко говорил, сейчас еще чуть-чуть, и мы будем жить как французы, да, как во Франции. Потом, правда, до поляков скатился, вот как Польша будем жить, да, а дальше... В общем, мы эту мантру слышали, что чтобы вернуться в 13-й год в Украину, нужно лет 50. То есть, по сути, мы эту всю историю слышали. Сейчас Кулеба продолжает эту тему педалировать и рассказывать, что вот нам необходимо принять все меры, потому что нас не возьмут в Европейский Союз. А что, если вы сейчас проголосуете за то, что требует Международный валютный фонд, вас возьмут в Европейский Союз? А сколько раз вы голосовали за то, что требует Международный валютный фонд? Вас взяли в Европейский Союз? Ну, не надо смешить людей, за болвана всех считать и держать. Но это ладно. Насчет президентства Зеленского и насчет страны, в которой он хочет в будущем жить. Ну, я считаю, что Зеленский в будущем планирует жить в Британии. То есть в Британии либо во Франции. Причем многие говорят, что в Израиле, но судя по тому, куда он выводит деньги, вот какие деньги, где банки открываются, чисто под его пацанов, целые банки. То есть вдумайтесь, сколько бабла надо было вывести, чтобы не положить в какой-то банк. Ни один банк не смог принять такие деньги. Надо было открыть свой банк. То есть просто представьте, в каком количестве деньги эти ребята украли и вывели за рубеж. Поэтому, когда мы говорим о том, где планирует жить Зеленский, уж точно не в Украине. И семья его, и его окружение, и тот же Кулеба тоже не в Украине они будут жить. То есть не будут, а планируют жить не в Украине. Потому что дай бог, чтобы их планы не сбылись, а жили они в Украине, где-то в славном городе Желтые Воды. Такой хороший, интересный городок есть в Украине. Либо Шостка тоже неплохой. Но суть не в этом. Суть в том, что эти ребята должны будут ответить по закону после того, как власть в Украине поменяется. Она обязательно поменяется. И вот эти потуги Кулебы, что Зеленский останется президентом, что он лучший президент. Да, он президент войны, но какой же он потужный президент войны. Война закончится, и потом начнутся следственные действия. И эти все следственные действия будут привлекать и Кулебу, и Зеленского, и Ермака, и все их окружение. Причем не в качестве свидетеля. Потому что в качестве свидетеля, как в том советском фильме, говорит, что вы можете сказать в качестве свидетеля? Говорит, в качестве свидетеля могу сказать все. В данном случае не в качестве свидетеля, а в качестве обвиняемого и подозреваемого. Поэтому я надеюсь, что Зеленский и его окружение будут жить в Украине, но
не так, как они себе это видят и рисуют. Да? Есть много мест, где они могут жить. Но они же планируют еще поворовать. Еще, как мы с вами говорили в начале эфира, 3 года им надо, потому что европейцы такую задачу поставили. Европейцы за это им дают возможность красть народные деньги не только украинского народа, но и европейских народов, да, но и американских. Американцы, правда, это все фиксируют. У американцев есть на каждом папочка. Вот. И если даже Зеленский думает, что какой-то Макрон, либо еще кто-то ему гарантирует, что он сможет после того, как у его каденция бесславно завершится, сбежать и жить там спокойно, то я скажу, что нет. Потому что помимо того, что украинский народ будет, да, искать справедливости и украинский суд, но есть еще американский суд, который будет судить этих персонажей за воровство денег американских налогоплательщиков. А в Америке нет страшнее преступления, чем грабеж государства. Поэтому здесь Интерпол, здесь уже не сошлешься на политику, что не имеете права меня выдавать, искать, потому что это политическое преследование. Если это будет делать украинское, например, правоохранительные органы, то можно сослаться на политику. Если американские нет, это уже экономическое преступление, это воровство. И никакая страна не захочет держать у себя этого персонажа, да, либо какого-то другого персонажа. С удовольствием выдадут его Соединенным Штатам Америки. А некоторые страны, которые не выдают, они могут даже не пустить. И уже случаев была масса, когда приезжали отдельные лица, которых американцы искали. И эти страны говорили: извините, вы угроза национальной безопасности, поэтому мы вас на свою территорию пустить не можем. Ну вот так вот, понимаете. Не обессудьте, друзья, вот такая ситуация складывается. Поэтому Зеленского будущее Кулебы и его окружение для меня тоже, в принципе, понятное. Их ждет справедливость в будущем, чего бы они себе не рисовали. Есть логика намерения, есть логика истории, да, и логика намерений всегда слабее логики истории. В данном случае именно так и будет. Понимаете, какая странная история? Но ведь этой же справедливости украинцы будут требовать друг от друга. Вчера в Одессе произошел такой достаточно тяжелый эпизод, который становится уже достаточно обыденностью для украинцев. Как обыденностью, к большому сожалению, становятся вот эти пытки, издевательства, похищения людей и умерщвление людей, ну чего тут греха таить, ровно так и сопротивление, которое оказывают вот этим людоловам, ТЦКшникам и ментам. Значит, мужчина вчера открыл огонь по полицейским в Одессе. В общем, полицейские там оказывали помощь, это все действительно, там блокпост, пытались его остановить, а он начал отстреливаться. Значит, он сбежал, скрылся в Одессе, в населенном пункте рядом. Его нашли и при задержании убили. Ну, он пытался оказывать сопротивление, он в недострой куда-то спрятался и, в общем, при проверке документов стрелял, и при задержании за то, что стрелял при проверке документов, тоже стрелял. И его, в общем-то, ликвидировали. Не шел на контакт никаким образом, направили на него корт, и, в общем, все. Как бы нет мужика. 45 лет. Никаких у него не было за плечами судимостей, какой-то там, может, бандюган какой-то, мало ли, знаете, на кого нарвешься, время что страшное. Нет, обычный мужик, водителем работал, водила. И до чего довела его вот эта вся ситуация, да, там брони, не брони, то есть вот эти все вещи. До чего нельзя, до чего он не хотел идти на фронт, что вот при проверке вот этих документов о нем четко сказали: ухилянт, стрелял по полицейским, вот его убили. Случай, который в очередной раз нам показывает, украинцам, кто мы есть на самом деле. Случай, который в очередной раз демонстрирует, что из себя представляет и чем является система мобилизации и вот этого отлова дикого, который устроила власть в Украине и который как бы должен был рассосаться. Ну, смотрите, у нас же под каким соусом меняли? Буданова ставили, Федорова министром, вот эти рокировки, да? Под каким? Ну что, сейчас будет все как-то более-менее, а стало куда хуже. Почему?
Тенденция, однако, да, по-другому никак. Именно тенденция, которая сейчас есть в Украине, она ведет именно к ухудшению. То есть власть Зеленского, его окружение, оно доведет Украину до ручки, то есть до последнего момента, до того, когда сила действия начнет быть равной силе противодействия. И мы уже видим отдельные случаи. В данном случае в Одессе, да, ну, пару дней назад там ТЦКшники бабушку переехали, назад сдавали и переехали бабушку. То есть, ну, вообще, ну, отбитишие просто какие-то нехорошие люди. То есть взять и переехать бабушку. В данном случае это стрельба с мужчиной. Сопротивление вооруженное может оказывать не только отдельный человек, да, который вот в данном случае в Одесской области оказал, и его убили. Нет, могут оказывать сопротивление и те 500 000, а мне кажется, их уже больше, потому что полгода не публикуется статистика Генпрокуратуры, которые ушли в СЗЧ, и ушли они с боекомплектами и с оружием. Ушли в СЗЧ и спрятались. Вот, больше, чем 500 000 человек. Они могут оказывать сопротивление. И власть сама доводит до того, что народ ищет уже последний аргумент. А какой может быть аргумент последний? Я не оправдываю ни в коем случае действия людей, которые применяют оружие друг против друга. Я против этого и считаю, что государство должно в первую очередь свою функцию выполнять, да, функцию защиты общественного договора. И в первую очередь правоохранительная система должна действовать по правам, да, человека и охранять эти права человека. Использовать силу только в крайнем случае. Но мы видим, что правоохранительная система перестала быть таковой. Она стала просто силовой системой, ручной силовой системой Зеленского и его окружения. Им дали карт-бланш, им дали возможность сделать все, что угодно, чтобы поймать этих несчастных мужиков и отправить их на фронт. Ну, вы же видели, недавно публиковались кадры, когда какие-то женщины, которые сотрудники ТЦК, рассказывают, что знакомятся на сайтах знакомств с мужиками, проводят с ними свидания и даже иногда ночь, если понравится, да, а потом приходят их коллеги, да, только уже мужского пола, и заканчивают это свидание не так, как мужчинам представлялось, то есть совсем по-другому. Заканчивают они в лучшем случае в учебках, а в худшем случае сразу на нуле. Вот что такое сейчас правоохранительная система. И Зеленский это плодит. Плодит, потому что ему дали такую установку. Потому что британцы говорят, что 3 года нужно воевать. А если 3 года нужно воевать, тебе необходима живая сила. Где ее брать, если люди не хотят погибать? Если мужики смотрят на этот беспредел и думают, ну что, я должен отдавать свою жизнь за Зеленского, Миндича и Цукермана? Вы чего? Ну, то есть вы крайнего нашли? Дураков понаходили? Нет, конечно. И уже доходит до крайнего случая, до крайних мер, что они бегут, у них оружие, начинают отстреливаться. Вот те практически послевоенная Одесса. Только тогда банды были в Одессе, да? А сейчас там орудуют банды военкомов. Вот, под предводительством, если не Борисова, да, то уже другого персонажа, который ничем не лучше Борисова. Просто заносит, наверное, наверх больше, чтобы тише как-то сидеть. И, по сути, мы сейчас видим, что, во-первых, обострение, оно нарастает. Как бы это ни прискорбно было осознавать, но факт того, что будет сопротивление народное, и оно будет не бескровным, тоже можно уже констатировать, потому что не будет, оно есть. Просто это частные случаи, а частные случаи, когда их становится все больше, они становятся системными. И дальше люди начнут объединяться в определенные организации и давать отпор, например, тем же сотрудникам военкоматов. Если вы вспомните, тоже где-то неделю назад видео было, когда ТЦКшники хотели мобилизовать мужика, а сзади ехали эти ВСУшники с автоматами, вышли и начали шмалять в воздух, да, и говорить, иди сюда, мы тебя сейчас там положим. Собственно говоря, уже даже есть конфликт между ВСУ и между ТЦК. А вот теперь представьте, что вернутся люди, например, с войны, которых эти ТЦКшники туда отправили, вернутся со стволами и будут искать этих благодетелей, да, будут пытаться их поймать. То же самое, что уже в Ужгороде происходит. Там уже $10 за поимку ТЦКшника дают, которого отправили на фронт, а он оттуда дезертировал, потому что, видите ли, он не рожден для войны, он для другого, и он должен деньги зарабатывать, деньги колотить, злость свою вымещать.
А на фронт это, пожалуй, пускай другие идут. У него есть на это аргументы, он служить не хочет. Поэтому его ловят. И представьте, что будет дальше. С каждым днем эта ситуация ухудшается. И Зеленский плевал, он тоже это понимает. Если кто-то думает, что он, как некоторые эксперты говорят, он находится в какой-то там теплой ванной, не все, он понимает, что происходит. Но ему дали вариант, при котором он колотит капиталы, зарабатывает бабки и гарантии жизни в Лондоне где-то или в Париже, или еще где-то, где он там выберет. Вот. И для этого он готов на алтарь положить весь украинский народ, что он, собственно говоря, и делает. А рано или поздно ситуация просто выйдет из-под контроля. Для этого у Зеленского и выводятся эти все флешки в биткоинах, Райффайзенбанки ездят по Венгрии, да, создаются банки во Франции. То есть он готовит себе почву, чтобы в любой момент он просто сел и в сопровождении, как Миндич, да, на С-классе проехал через западную границу. Вы знаете, ситуация достаточно тяжелая, но вот нам же показывают, что пытаются же бороться. То есть, вот смотрите, как вот, ну, есть действие, а ты же задаешь вопрос простой. Это как бы приблизило Украину к успеху военному или не приблизило? Значит, там третью ночь бьют по Ленинградской области, там разные объекты, Усть-Луга, которая горит, Киришский НПЗ, в общем, били по нему прошлой ночью. В общем, там через Эстонию, в Эстонии дрон врезался в какую-то трубу, то есть предприятие, все так посмотрели, ну, вроде как хотели кипиш поднять, что все, атакуют НАТО, но потом сказали, это украинский дрон. Ну, не сказали, какой дрон, но все понимают. Летела в Ленинградскую область, залетела в Эстонию. Или там через Эстонию прилетела. В общем, многие задаются этим вопросом. Это все для чего? Для заголовка. Россия потеряла 40% экспортного своего потенциала. Все, вау, вот это Зеленский, класс, мужик. Ситуация, правда, на рынке. Как бы опять нефть больше 100. Ну, опять нефть больше 100, вот сегодня, на фоне событий в Иране. Но Зеленский идет дальше. Сегодня пришла информация о том, что у берегов Турции, не просто у берегов, а на входе в Босфор, да, а это вообще там оживленное, скажем так, место туда, там настолько оживленное место, вот вы сейчас видите Босфор на экране, да, там пытаются, и там есть проект у стамбульской власти, турецкой власти, короче, сделать дублера, ну, канал прорыть через Стамбул, потому что слишком плотное движение, поэтому давайте мы еще один канал пророем, потому что очень пользуется спросом. Так вот, было атаковано судно, значит, с нефтью российской, загрузилось судно «Альтура», на борту 140 тысяч тонн нефти, 27 граждан Турции, ну, моряки, которые там, да, в общем, никто не пострадал. Одни пишут о том, что там все нормально с судном, но какая разница, да? Другие пишут, что там прям бедствие, беда-беда, удар сильный, удар слабый, но в любом случае атаковали. Под этой маркой, что, ну мы же, смотрите, как санкции применяем. Санкции, причем на фоне того, как бы, той ситуации и того упадка, и тех проблем с нефтью, которые сейчас есть. И все сейчас задаются вопросом, а как ответит Эрдоган? Ну, то есть никак. Или там каким-то силовым, или пригрозит, или что-то еще. Потому что, давайте так, он сейчас занимается вместе с Пакистаном, Ираном, пытается, призывает там страны Персидского залива не лезть, организовывают площадку. Получается с трудом. А с одной стороны. А с другой стороны, тут Зеленский атакует его граждан страны НАТО, его судно, потому что там российская нефть. И как бы, как это считать? Что Эрдогана призывают тоже не покупать российскую нефть. Но ситуация, как бы, говорит об обратном, надо покупать. Как вы относитесь к подобным акциям и чем чревата эта атака? Ну, если сказать, что Зеленский поссорился со всеми соседями, это ничего не сказать. То есть он за свою каденцию, вот феноменальный парень, он умудрился
создать и наплодить конфликтом практически со всеми странами, которые его окружают. Не было конфликтов с Турцией, ну и сейчас будет. Он, наверное, сидел и тыкал пальцем по карте, думал, с кем я еще не поругался. Ну, с турками вроде все ровно было, да? Ну, надо теперь с турками поругаться, надо сделать так, чтобы потом Эрдоган не принимал его больше в Анкаре и не давал ему возможности на территории Турции проводить какие-то переговорные или непереговорные процессы. Сам факт того, что Турция является региональным, очень сильным игроком, говорит о том, что она сама определяет, с кем ей и как торговать. Это то государство, которое себе может позволить быть в НАТО, быть членом НАТО и покупать российское вооружение, наплевал на какие-то запреты американцев или организаций блока НАТО. Вот та же история с комплексами противовоздушной обороны С-400, когда Эрдоган сказал, ему ультиматум поставили, либо вы берете С-400, но мы вам тогда не продаем F-35 американские истребители, либо F-35 у вас, но С-400 вы не покупаете. Он сказал, мы покупаем С-400. И потом... И начал разработку своих истребителей, да? Начал разработку и все сделал правильно, совершенно верно и правильно он поступил. Они боялись, почему они боялись продавать ему F-35 после покупки С-400? Потому что существовало мнение, что F-35 это не такой уже и невидимый самолет, и вполне себе система С-400 его замечает. И тогда бы стоимость этого золотого кирпича на рынке бы стремительно упала. Это был очень дорогой истребитель американский. Ну ладно, это такая частная история. Сам факт того, что турецкий поток, голубой поток работают, вот, и через Турцию дальше Россия углеводороды прокачивает. Ну как, в Турцию, дальше уже Турция сама определяет, что она там прокачивает, кому прокачивает. Суть не в этом. Сам факт того, что Путин еще недавно, где-то недели 2 назад, говорил, что есть угроза турецкому голубому потоку. То есть есть угроза, что могут его тоже подорвать. Вот. И в данном случае, когда Зеленский наносит удар по танкеру, я не знаю, чем он руководствуется, да, но вот просто полнейшая глупость и безумие. Вот мы сейчас, а давайте-ка русский танкер. А получается не совсем русский, получается турецкий. И вот тут конфликт возникает. И как бы они ни пытались надавить на Турцию, во-первых, чтобы надавить, должны быть рычаги давления. Да? У Зеленского нет таких рычагов давления на Турцию, чтобы турки перестали покупать углеводороды у России. Турки не идиоты, в отличие от многих европейских государств, которые на зломамке уши отморозили, и сейчас, как вы правильно в начале эфира упомянули, сидят и репу чешут. А что ж нам делать? Зачем мы от атомной генерации отказались? Это же было выгодно, правильно. И вообще, как премьер-министр Бельгии говорит, нам бы с русскими начать как-то восстанавливать отношения, и там и углеводороды подешевле, и экономика, возможно, бы работала. То есть европейцы отдали глобалистам на откуп управления. Турция этого не делает. У Турции серьезные конфликты с Францией. Вы вспомните поведение Эрдогана по отношению к Макрону. Он же его вообще за президента не считает. Он его то за палец ухватит, то за ухо подергает. Ну, как будто пацана какого-то дворового, который подошел и сказал, дядь, дай 50 копеек. Так вот, если Эрдоган так относится к президенту Франции, то я хочу задать такой риторический вопрос в пространство. А как он относится к Зеленскому, который перед Макроном, да, постоянно в портере стоит? Да, давайте так, относится на самом деле. Конечно, Восток дело тонкое, да. Ну, то есть он его всегда привечает, встречает там с Умеровым, там в вышиванке, ручкается. Помните, он там в Анкару приезжал, Зеленский, говорит, я тут. Приезжай, Путин, я тут. То есть устроили такой фарс. Финальный вопрос нашего сегодняшнего разговора, Александр. Это ситуация на Ближнем Востоке. Вчера Кэролайн Левит выдала заявление. Послушаем. Президент Трамп не блефует и готов развязать ад. Ирану не стоит снова просчитываться. Их прошлый просчет стоил им высшего руководства флота, авиации и ПВО. Любое насилие после этого будет из-за того, что иранский режим отказался понимать. Они уже побеждены, но отказались от сделки. Получается, очень интересная история. Вовсю сейчас пресса пишет, Иран бортанул, говорит, отворот-поворот, пожалуйста. Никаких переговоров мы с вами не ведем. Через посредникам передали информацию о том, что Ормузский пролив наш,
значит, и там целый пакет. Они, кстати, дополняются, вот эти ультиматумы. Короче, репарации, гарантии безопасности, что ни Израиль, ни Иран не нападет. В общем, вот такие наши условия. Там даже есть, проскочила сегодня новость о том, что выдайте нам, пожалуйста, шаха, падишаха. То есть даже еще и выдайте нам вот этих преступников, которые там, по версии Исламской Республики Иран, да, вот наследили. И вовсю сейчас пишут о том, что готовится оккупация нескольких островов, Харк, плюс еще там одного острова, высадка на берег, в общем, десантная операция. Иран готовится, тоже об этом пишут, что стягивают ПВО, стягивают силы для того, чтобы повоевать. Резкие заявления со стороны Ирана, мол, а ну-ка давайте, вступайте в наземную операцию. Будет ли наземная операция? Провалили ли вид, что Трампу с него станется, он прям ад готов устроить там, на Ближнем Востоке? И как вы думаете, куда все вывернется после вот этой, ну, такой творческой, ну, попытки, да, пойти на контакт через Пакистан? Ну, насчет сухопутной операции, я не верю в то, что она будет американскими силами осуществляться, потому что уж больно серьезная угроза. Иран – огромное государство, 90 миллионов населения, большой корпус КСИР, других военизированных группировок, организаций. То есть, по сути, американцы могут ввязаться в очень кровопролитную войну, и перед выборами, ну, это последнее, что нужно Трампу, чтобы ехали в огромном количестве погибшие американские солдаты обратно домой. Демократы уже на этом пиарятся. Я хочу напомнить, что когда погиб пилот авиации Соединенных Штатов Америки, чей истребитель был сбит на территории Ирана, вот, определенные СМИ нашли родителей этого пилота. Родители начали говорить: будь проклята эта война, мы против этого, и вообще это все плохо. Ну, понятно, тут, в принципе, как бы, ну, родители потеряли ребенка. Ну, что они могут говорить еще? Ну, то есть это на самом деле их искренняя позиция, в это я верю. Но то, как это демократы потом начали использовать против Трампа, ну, это был частный случай. А вы представьте, если это будет массовый случай, то есть в какие обстоятельства выльется эта сухопутная операция. Поэтому сухопутная операция с силами американцев я не верю. То есть американцы будут пытаться привлечь другие государства, в том числе там союзнические государства Ближнего Востока, для того, чтобы их сухопутные армии направить на территорию Ирана, если эта сухопутная операция будет. Когда Трамп говорит о том, что, то есть Левит говорит о том, что Трамп может устроить ад в Иране, возможности такие у Трампа есть. И возможности такие есть и у Израиля. Есть ядерное оружие. То есть и об этом американские сенаторы заявляли. Да, это звучит пока где-то на грани абсурда. Вот что, а давайте-ка мы бомбанем по Ближнему Востоку и альтернативу Ормузскому проливу сделаем, да? Ну, звучит максимально, как будто говорит сумасшедший какой-то, да? Сумасшедший человек, который, ну, вообще с античеловеческими взглядами. Ну, потому что применение ядерного оружия, это, ну, это даже не последний аргумент. Это последнее действие перед концом всея и всего. То есть, по сути, ну, могут ли американцы это сделать? Я бы не откидывал такую вероятность, потому что ставочку кто-то вышел бы на ставочку и сказал, там до конца месяца применит Трамп ядерное оружие или Израиль по Ирану, или там будет применение по Ирану ядерного оружия, а потом за пару дней или за пару часов зайдет какой-нибудь толстосум и вложит миллиончик, поставит, что да, и потом он посмотрит, какой гешефт и какой... Триллиончик. Какая касса. И заберет его себе, скажет: а что я буду? Конечно, бомбанем. Маленьким чем-нибудь, тактическим. Вы правы в этом отношении. С Трампа останется то, как он играет с нефтью. Ну, он играет, во-первых, и с нефтью, во-вторых, я хочу, чтобы все наши зрители помнили, что единственная страна в мире за всю историю существования нашей планеты, которая применила ядерное оружие, это были Соединенные Штаты Америки против Хиросимы и Нагасаки, когда это ядерное оружие можно было не применять уже. Япония практически была повержена, да, но тогда это был большой такой привет для Советского Союза, для Иосифа Виссарионовича. То есть американцы показывали: смотрите, что у нас есть. И сейчас мы сила. И вот в данном случае я бы не откидывал. И сейчас японцы, вы видите поведение Японии? Даже когда в Белом доме, в кабинете у Трампа
японский журналист говорит, ну как так вы начали вот эти боевые действия и ничего не сказали своим ближайшим союзникам Японии? И Трамп такой говорит, а вы когда Перл-Харбор начали, вы почему мне ничего не сказали, да? Ну так японцам-то после этого для защиты, да, своей гордости национальной можно было встречный вопрос задать, да, насчет Хиросимы и Нагасаки, а почему не сказали. И там как бы развернулся бы нешуточный скандал. Но японцы эту тему забывают. Японцы американцев воспринимают ближайшими союзниками вне зависимости от того, республиканцы или демократы правят этим государством. Да, сам факт отношения японского населения. Поэтому я бы не откидывал такую возможность какого-то тактического удара. Но, опять-таки, вероятность крайне мала, потому что тогда это уже не окно Авертона откроется, да, это прям ставни вылетят, и другие государства, которые обладают подобным оружием, а американцы не единственная страна, на момент применения, да, в Хиросиме, в Нагасаки, американцы были единственной страной, а сейчас нет. Вот, могут тоже рассматривать подобные вещи. Поэтому будем надеяться на здравомыслие, и что когда они говорят, что они ад могут устроить, то они блефуют для того, чтобы выиграть более какие-то правильные себе позиции. Сухопутная операция, да, под конец скажу, она возможна, но не американскими силами. С американскими кураторами, с поддержкой американского флота и американской авиации. Но я не верю в сухопутную операцию силами американской армии. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, благодарю за то, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, как думаете вы. Берегите себя и друг друга. Добра и света.